Ну что, в поисках поворотов нас занесло в сторону Зарайска. Так что сегодня с вами поедем, посмотрим, какие здесь дорожки, поповорачиваем, ну и посмотрим сам город. Да, места здесь красивые, какая часовенка, аккуратненькая. Нравятся мне такие поселочки. Такие они еще остались с советских времен. Как-то тут все так немногоэтажно, все так уютненько. Люди такие спокойные. Песочница. В песочнице лежат игрушки. Нету вот этой городской суеты, постоянной движухи, постоянной спешки, гонки за заработком. Сейчас мы остановимся. Телефон у нас, зарядка заканчивается. Надо подключить пауэрбанк. А есть ли у нас провод? А провода у нас нет. Вот так мы оказались на трассе, без связи. Сейчас будем искать заправку, наверное. И купим там провод для айфона. Чтобы у нас хотя бы от пауэрбанка зарядиться. Есть заправочка. О, там, по-моему, есть мини-маркет. Тут только продукты. А, вот какие-то кабеля есть. О, вы представляете, айфоновский кабель. 160 рублей. Ага, а как мы платить будем? Вы понимаете, такая ситуация, у меня телефон разрядился. А чтобы оплатить, мне надо его зарядить. Можно я у вас тут позаряжу и куплю его? Ну, у меня с собой пауэрбанк. Просто подключиться, ну. Вот так вот. Надо карточки с собой возить. Всем спасибо. Вот, теперь мы, значит, с зарядкой. Распаковка кабеля за 160 рублей. О, заработал. Спасибо этому мини-маркету, что не оставил нас без связи. Ну а мы поедем дальше. Это прям повезло, что на карточке оказались деньги. Я помню, там что-то было рублей на этой карточке. У меня было где-то рублей 135, что ли. А кабель стоит 160 рублей. И нам хватило там. Наш был там не 135, а был, наверное, 165 рублей. Зарайск, Кашира. Что-то я... без навигатора. Сейчас мы с вами уедем куда-нибудь. Давайте остановимся. Попробуем все-таки навигатор подключить. А то, боюсь, мы с вами сегодня не приедем. Ой, мы поехали в обратную сторону с вами на Каширу. Но ничего. Незнание не освобождает от незнания. Нет, понадеялся, думал, сейчас я тут дорогу знаю. Сейчас все вам покажу. Нифига не знаю, уехал в другую сторону. Город стоит на реке Осетр. Первое упоминание о городе это 1146 год. Это на 1 год раньше, чем Москва. Сейчас мы с вами, может быть, получится, если спустимся к речке, посмотрим. Есть там съезд. Интересные такие берега. Такие широкие, плавные сходы. Давайте подойдем, посмотрим.
Да, красиво. Здесь такой пляжик оборудован, городской, видимо. Гаражем там какое-то объявление. Значит, купальная зона есть, речка чистая, купаться можно. Понятно, после зимы мусор, после шашлыков все кидает прямо здесь. От этого, конечно, свиноцтва у нас не отнять. Ну что, пойдем дальше, посмотрим сам город. Да не пугайся, я уже уехал. Не, ну главное съезд такой, да, к набережной. И тут же рядом оборудовали помойку. Но неужели нельзя было как-то посимпатичнее все это дело здесь сделать? Просто омрачает помойка на съезде к набережной речке. Такая крепость сохранилась, можно сказать, в первозданном состоянии. Я тут создал пробку. Сейчас мы проедем мимо, посмотрим. Пойдем съездим в сторону центра. Сейчас заедем в какой-нибудь Зарайский дворик. Посмотрим, как он устроен. Может быть, кому-то что-то напомнит такое из детства. Там даже и въездов-то и нету. Там в основном пешеходные такие зоны. Вот такие дворики, сарайчики, хозяйственные постройки для жителей. С покосившейся терраской. Где-то стекла побиты, но нежилое уже. Вот они такие дворики, полисаднички. Сарайчики. Интересный, конечно, городок. Такие постройки старые все.
такой художественно богатые строения. Не знаю, кто там, допустим, фильмы снимает, там, кино. Я думаю, здесь много можно чего почерпнуть для съемок. Нравятся мне такие домики. Вот низ у них каменный, из кирпича или что-то, а верх деревянный. Вот интересно, почему так строили? Почему изначально не хотели строить целиком там каменный или целиком деревянный? Так во многих вообще местах наблюдается такое, что старые вот эти постройки сделаны таким образом. Низ из кирпича или камня и верх деревянный. Вон, интересная такая водонапорная башня. Сейчас подъедем, посмотрим. Интересная постройка. Вроде водонапорная башня, вроде не водонапорная башня. Что это, для чего? Какой-то белый кварцевый песок, что ли. Что-то типа зоны отдыха здесь сделали, теннисные столы. Вообще тишина оглушающая в городе. Слышите, как тихо? Ну ладно, поехали дальше. Я вот здесь был, наверное, год назад. Сейчас, конечно, много изменилось. Здесь не было никакого асфальта. Не было никакой площадки. Был такой двор. А сейчас вот сделали площадочку. Здесь были ворота, стояли. Сейчас убрали и ворота. В общем, переделывают на современный лад. Но, честно говоря, не знаю зачем. Город и так хорош тем, что в нем много сохранилось еще с тех давних времен. И нужно было, конечно, подумать. Да, там нужно облагораживать, нужно там менять, ремонтировать. Но немаловажно и сохранять то, что есть.